Привет всем! Решил заменить оплетку на руле. Старая уже протерлась вот до дыр. Вот я приобрел новенькую. И как раз в этом видео покажу, как ее своими руками заменить. Старую мы будем снимать. Покажу, как разобрать руль и как обшить новую оплетку. Вот я купил новую кожаную оплетку. Она идет именно под эту модель. То есть у нее под спицы все вот эти вот кожаные обшитые места вырезаны уже готовые. То есть нам остается просто новую оплетку надеть и обшить ее по кругу. В комплекте также у нас идет нитка, и иголка уже упала вниз, тоже в комплекте идет и иголочка. Что нам нужно будет для начала сделать? Так как у нас на улице еще холодно, а руль снимать не хочется заносить в дом, то нужно прогреть салон, потому что кожа, она на морозе, если прохладно, она более жесткая, дубовая. Чтобы руль хорошо обтянулся, то я включил печку, прогрел салон, чтобы все тепло было, и кожа будет мягкая, хорошо обтягиваться. И также нам нужно будет снять подушку, поэтому я сейчас сниму клемму с аккумулятора и покажу, как вот это все дело разобрать. Сначала мы снимаем подушку, нам нужно будет снять заглушки с двух сторон. Вот здесь ручка круиза идет. И выкрутить вот этот вот винтик. Он идет под звездочку. Берем отвертку со звездочкой и откручиваем винт вот этот. И с другой стороны, там точно такая же заглушка, только глухая идет. С другой стороны выкручиваем так же само. Теперь вынимаем подушку. Нам нужно будет отсоединить вот эти разъемчики. Аккумулятор я уже отключил, поэтому подушка не стрельнет. Вот так вынимаются вот эти желтые фиксаторы. Вот мы их поднимаем и теперь вытаскиваем клеммы. Одна и вторая. Ага, еще сигнал у нас. Вот. Готово. Дальше нам нужно будет кнопочки снять. Они прикручены под отверточку крестовую. Два винтика. Вынимаем одну и вторую. Отключаем разъем. Так, тут у нас еще круиз-контроль, фишечка мешает. Вот мы отсоединили. Кнопочки убрали. Задний пластик вот этот у нас полностью снять не получится, так как у нас руль прикрученный. Мы его просто ослабим. Нам нужно будет просто вот здесь с обратной стороны потом кожу загнуть и приклеить. Мы просто вот эти два винтика выкрутим. И этот пластиковый кожух чуть-чуть назад отойдет. А здесь он крепится внизу вот на двух защелочках. Вот мы его отгибаем. Он чуть-чуть у нас назад отошел. Ну, достаточно, чтобы кожу загнуть обратно новую. Теперь срезаем старую оплетку. Вот можно макетным ножом, можно канцелярским. Вот эти нитки перерезаем. Вот. И снимаем. Вот, дальше она уже пойдет легче. Оплетку сняли. Теперь нужно будет удалить вот эти остатки клея. Все вычищаем начисто, потому что может какой-то, если комочек где-то останется, то потом получится под новой оплеткой бугорок. Можно его будет, он будет чувствоваться. Все мы очищаем, чтобы нигде никаких вот этих старых следов не оставалось. Теперь одеваем новую оплетку. Вот где у нас самая длинная полоса кожи без швов, это верх у нас. Низ у нас вот два шва есть. Они совпадают с прорезями на руле. То есть мы уже тут по-другому не сможем одеть. Одевается вот так. И у нас швы
вот эти должны попасть в прорезь. Если у нас швы попали в прорезь, значит у нас чехол одет правильно. Оплетку мы одели. Вот у нас швы попадают в вот эти пазы в руле. Все совпало. Еще смотрите, вот у нас должна кожа сходиться, вот эта часть и вот эта, две кожи, когда вы сшиваете. Вот у нас на руле есть полосочка. Вот здесь ее хорошо видно, то есть они должны сходиться в этом месте. Вы когда будете сшивать, вы подравните. Если кожа куда-то будет уходить там в одну сторону или в вторую, чтобы шов был ровный, вы поправляете, вот по этой линии можно ориентироваться. Шить мы начинаем с нижней части. Вот нам нужно будет вот этот участок зашить. Мы отрезаем нитку нужной длины. Длину выбираем вот отсюда, меряем по расстоянию до отсюда. И нитки берем в 3 раза больше, чем вот это расстояние. Отмеряем. И сшивать мы начинаем не с самого края, а от шва. То есть мы стягиваем сначала вот здесь. Сейчас я покажу как. И потом начинаем шить в эту сторону. Потом сюда. И потом оставшийся кусочек в эту сторону. Так, взяли нитку. И теперь начинаем сшивать. Смотрим, чтобы у нас две кожи, две части сходилось напротив вот этой линии. И продеваем. Кожу мы не прокалываем. Мы вставляем иголку между ниткой и кожей. Нужно смотреть, чтобы мы нитку не зацепили, не продели нитку насквозь, а просто под низом. Потому что так можно, если вы уколите именно нитку и захватите несколько волосинок в нитке, вы можете ее порвать. То есть аккуратненько продеваем. И с этой стороны так же само, только по диагонали смотрим. Эта петля у нас с этой стороны шва, а с этой стороны у нас берем с этой стороны. Протягиваем нить. И оставляем кусок равный 3 длины. На эту сторону мы ее потом зашьем. То есть мы вот кусочек оставили, чтобы потом дошить в эту сторону. Мы оденем нитку вот сюда. Только с запасом берите, чтобы можно было свободно шить. Стягиваем. Эту часть мы оставляем. И теперь дальше берем. Можно шить каждую строчку, но тогда будет густой шов. Можно шить через строчку. Я буду шить через, потому что будет так красивее шов смотреться. Пропускаем одну петлю и в следующую одеваем. Итак, мы дошиваем до спицы. Сначала мы не стягиваем, оставляем расстояние между кожей вот здесь 3-5 миллиметров. Мы когда уже весь руль вот так прошьем, то будем утягивать уже, чтобы две кожи вот так соединилось и не было щели. Но это мы уже делаем в конце, когда мы по кругу весь руль обтянем. Вот уже почти готово, но тут с края вот у меня нитки почти не осталось. Если не хватает нитки, чтобы дошить, то вы начинаете подтягивать. Тут ее с запасом много. Вот подтягиваем. Я с помощью крючочка вот такой, просто из проволоки взял, выгнул краешек и подтягиваем. Можно это скрепкой делать, то есть скрепку разогнули, цепляем и вот так вот начинаем подтягивать. И у нас тут нитки много свободной, то есть мы ее на край перетягиваем и заодно уже стягиваем кожу. Нитка выдвинулась и как раз нам хватит дошить. Вот, низ я полностью до конца прошил. Теперь переходим к верху. Начинаем опять же со шва, стягиваем шов и продолжаем шить в эту сторону до конца. И в эту сторону не забываем тоже оставить кусок нитки, чтобы мы вот эту часть потом дошили. Замеряем по длине нитку. Вот отсюда меряем вот это вот расстояние до отсюда и умножаем расстояние на 3. Вот такой кусок нитки берем. Можем чуть больше взять с запасом, чтобы удобнее было шить. Продеваем под швом нижнюю петельку. Часть нитки мы оставляем, чтобы хватило дошить в эту сторону. А с этой стороны мы берем петельку верхнюю, которая над швом. Вот эту. И шьем через одну так же самое.
Верхушку я прошил, осталось 2 кусочка между спицами зашить. Я взял, отмерил нитку, ну здесь я взял 4 длины, чтобы удобнее было шить. И начинаем шить с середины. Нитку мы прошили уже по кругу полностью. Осталось теперь ее затянуть. Затягиваем просто от центра, крючочком поддеваем и вытягиваем нитку наружу, а потом мы по краям позавязываем узелки. В общем, все готово. Где-то 4 часа заняло времени на перетяжку. Отлично получилось, ничем не хуже, чем заводская оплетка. Все ровненько, аккуратненько. Вот так выглядит шов. Вот, все красивенько получилось. В принципе, можно смело браться самому перешивать. Единственное, никуда не спешить. Все аккуратненько, потихонечку делать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.